Ребят, всем здравствуйте! Сегодня вместе с вами мы будем пересаживать орхидею, которая растет в мху. Именно к этому видео сподвигла одна такая неприятная ситуация, которая случилась, ну, так скажем, в моей жизни. Буквально недавно я продала, но тоже не цветущую орхидею, которая растет в мху. Женщина ее приобрела, ну, не то чтобы не глядя, она не была у меня, она ее не держала в руках, я ее отправляла маршруткой. Но обязательно перед каждой продажей я показываю орхидеи со всех сторон, либо когда я отправляю орхидеи почтой, обязательно, чтобы в дальнейшем никаких претензий ко мне не было. Вот, наглядно видно. Шея здоровая, листья хорошие, корневая и так далее. Если вдруг у вас какие-то вопросы, обязательно перед отправкой, либо на момент покупки вопросы задавайте. В дальнейшем претензии не принимаю. Как только вы забрали у меня орхидею из дома, либо я отправляю ее вам почтой, далее ответственность, ну, за транспортировку, либо за какие-то другие ситуации, либо за ваши манипуляции, я ответственности ни в коем случае не несу. И так вот, эта орхидея была далее подарена на юбилей. И буквально, наверное, дня через два мне присылается это фото. И говорится о том, что орхидея оказалась и плохой, и гнилой. И не то чтобы мне покупатель начал выражать какие-то там свои негативные эмоции, что же вы мне там гниль продали и все на свете. Просто она старалась, ну, выяснить, почему орхидея гнилая. На что я ответила, что всякая различная гниль, потом ближе покажу, она остается всегда у меня. Я продаю здоровые орхидеи. Мне важнее всего в первую очередь сохранять покупателей, а гниль я оставляю, конечно же, себе. Все в диалоге я сказала о том, что это, ну, дело рук самого Архамана, то есть кому был передан цветок, вот до такой степени ее загубить, я была крайне возмущена, потому что я вот бывают, да, такие ситуации, когда я вижу, что орхидея, допустим, нормальная, здоровая, и из нее делают больную либо реанимационную. Но мне тоже, как опытному архиману и продавцу, мне это крайне сложно вообще видеть и воспринимать. Если бы изначально я знала, что да, я тебе продала гнилую орхидею, там, ну, конечно, такого не бывает, но ее губят, по каким-то причинам ее губят. Конечно, в основе так делают новички, но, насколько мы выяснили, та женщина якобы тоже опытный архаман, и она с этим столкнулась впервые. Значит, с такой ситуацией, да, действительно, она столкнулась впервые. И эта ситуация именно такая, что орхидея растет в мху. Мы многие привыкли, что мы орхидеи, а в основе, конечно, голландские, покупаем в Корее. И такой ситуации с голландскими орхидеями не происходит. И даже не происходит такая ситуация с азиатами в размере 1,7 либо 2,5. Ситуация такая происходит только со взрослыми орхидеями, то есть которые уже давным-давно растут вот в таких стаканчиках, и в дальнейшем у них стволы, кто знает и пересаживает, и часто приобретает такие орхидеи, сам стволик, он темнеет, он чернеет. Ну, ребят, это ни в коем случае не болезнь, это ни в коем случае не заболевание. Как вот правильно вам сказать, насколько я понимаю, просто обугливается, ну, грубо говоря, обугливается сам стволик. То, что именно ствол и откуда начинает расти корневая система, она не дышит, она не имеет такой хорошей пропускаемости воздуха, как, допустим, кора. Если бы эти стволы желтели и как-то портились, гнили, вот, я бы их обработала, и я бы их оставила у себя. Ну что ж, давайте мы уже поближе. Опять в очередной, в 100-тысячный миллионный раз будем разбирать эту ситуацию. И чтобы было другим наглядно и понятно, как вы легко и просто, буквально за 30 минут можете орхидею из здоровой превратить в больную. Давайте поближе глянем. Так, это орхидея с предпоследнего прихода.
Как вы видите, у нее обработанная шея именно фундазолом. Но, ребят, по причине того, что здесь, да, действительно была гниль. Вот листья начали желтеть, один лист желтеет от основания, другой. Я начала смотреть и увидела там гниль. Сразу все обработала. Так, получается, 4 июня была обработка. Практически прошло 2 недели, и орхидея чувствует себя вот в этом плане хорошо, нормально. Корневая система ее отличная. Либо эта орхидея останется у меня, либо я ее потом как уценку продам. Конечно, вот сейчас вот ствол внутри, как он выглядит, хороший, либо он плохой, его не видно. Но, ребят, если вы на момент покупки, либо вообще орхидея попадает к вам в руки, первая причина болезни – это листья желтеют от основания. Других причин для раскопок я не вижу. Бывает даже, что образуются какие-то черные пятнышки. Есть такое, это не заболевание. Первый показатель – это только лишь желтение листа. Все. Далее, вот эту орхидею я тоже оставляла себе. Так, почему-то она у меня и не подписана. Она у меня с предыдущего года. Я ее тоже оставляла себе по причине того, что у нее листики желтели от основания. И как вы видите, ну уже больше полугода, как она прошла, она еще до сих пор растет в мху. Я ее не пересаживала, я ничего с ней не делала. Единственное, поставила по типу закрытой системы на наращивание корневой системы. У меня все прошло идеально. Вот корешочки, вот уже туда вниз ушли, нарастились, все, чувствуют себя хорошо, отлично. И при этом сейчас начала наращивать цветоносик. Я ее хотела пересадить, но теперь возможности у меня такой нету. Буду ждать, когда она отцветет, и только уже потом сделаю пересадку. С одной стороны, конечно, можно было бы, но она может стрессануть, может цветоносик у нее перестать расти, либо будет скудное цветение. Но вообще у орхидеи после болезни оно в основном бывает скудно. Вот. Сидит тоже в мху. Сидит уже больше полугода. Может быть где-то месяцев 8-9 и не помирает. И не сдыхает в Урхарай, не отправляется, а лишь только потому, что она на данный момент является здоровой. И хорошо, что у меня есть пример такой орхидеи, которую мы сейчас вместе с вами будем пересаживать. Она у меня, да, хочет пересаживаться уже. Но и смотрите, ситуация такая. Тоже я ее оставила себе по причине того, что была корневая гниль. Такую орхидейку я продать не смогла. И вот она здесь пытается с последних сил нарастить себе корни. Вот тоже пытается нарастить. Но видите, еще ситуация такая, что она корешочек наращивает хорошо, а видите, в конце он у нее начинает чернеть. И причиной этого может быть именно вот этот мох, который здесь находится на поверхности. Сколько мы знаем, эта орхидея, она уже взрослая. И растет в этом стаканчике она уже давно. И со временем любой грунт, абсолютно любой, он имеет свойство засаливаться. При соприкосновении с корня именно с солями начинает портиться. Можно, конечно, вот этот весь верхний слой мха его убрать, доложить новый, но я решила, что я буду ее пересаживать. Вот есть растущий корешочек, который потом в будущем тоже уйдет вовнутрь. Ну вот, сейчас посмотрим, распотрошим ее, что же у нее со стволом. Скорее всего, он сейчас у нее будет черненький, как будто обугленный, как будто бы больной. Ну и сразу же решим, что с этим делать. Либо мы будем лечить, либо мы будем, либо мы вообще ничего не будем предпринимать. Со всеми обработанными инструментами мы приступаем к пересадке. Как видно, мох он уже увлажненный, политый, значит можно орхидейку отсюда достать. Можно вот просто выдавить ее отсюда, а можно его стаканчик разрезать. И знаете, еще тоже вот начинаю, да, копаться, орхидея не адаптированная, плюс какие-то срезы, плюс какое-то лечение, непонятно от чего лечим. Вот я, знаете, в таких ситуациях всегда говорю, орхидеи нужно спасать от вас самих. И всегда тоже я говорю своим покупателям, ребят, приобретая орхидеи у меня, вы приобретаете сразу же консультанта.
То есть я вам всегда помогу в уходе за теми орхидеями, которые вы у меня приобретаете. Что вы лишний раз боитесь задать какой-то вопрос, нежели вы навредите орхидеи? Спросите, не постесняйтесь, и тем самым вы спасете орхидеи жизнь. Либо действительно нужно что-то лечить и что-то убирать, либо трогать орхидею абсолютно не надо. Была здоровая, идеально. Фотографии, если сохранились, какая она была, я вам обязательно сюда вставлю. Ну, я не знаю, у меня вообще, я как только увидела, мне как только сообщили, у меня были эмоции. Я сразу начала нервничать, вот прям злилась очень сильно. Легко, очень легко можно загубить орхидею. Ее орхидею можно загубить за 24 часа. От мха я ее освободила. И давайте посмотрим, ну, на стволик, да, меня сейчас беспокоит и волнует. Я, допустим, неопытный архаман и вижу у орхидеи вот такой вот ствол. Вот она. Чернота. Все. Это что-то все больное, это что-то все плохое. С другой стороны давайте посмотрим. И здесь чернота. Ой, боже, я купила гнилую орхидею. Что делать? Она же ведь сейчас вся погибнет. Вот такой у нее страшный. Вот такой у нее безобразный стволик. Ладно, до ствола мы доберемся еще позже. А сейчас, конечно, изначально необходимо убирать корневую систему. Тоже у той орхидеи была хорошая, идеально корневая система. И превратилась она непонятно во что. Вот этот корень я вот так отстригаю. Так, и вот мы изначально сам корень просматриваем с конца. Вот с конца мы его тянем, смотрим, где он, где хороший, где плохое. Все, конечно, удаляем. Вот это я уже все вне камеры отстригну. И давайте вот на что тоже обратим ваше внимание. Видите, на конце вот такие вот здоровые, нормальные зеленые корешочки. Далее, далее. Вот он. Вот идет далее плохой корень. Этот же. И далее идет хороший, нормальный зеленый корешочек. И вот это вот плохое, видя, неопытные начинают тут прям вот в этом месте отстригать. То есть вот эту часть корневой системы, они ее удаляют. Что делаю я в таких случаях? Да, я вот это все плохое, что здесь есть, я удаляю. Пробираюсь к корешочку дальше. Вот вижу плохое. Вот тоже плохое. Вот это все черное, я его просто снимаю. Я его не отстригаю. Все, дохожу вот до этого места, где есть чернота. Вот так вот даже ногтем можно все подснять. И я оставила орхидейке корневую систему. Я ее не стала стричь, потому что, ребят, вот за счет вот этого тяжа, за счет вот этой нити, орхидея будет далее вот здесь, вот в этих каких-либо местах наращивать корни. Я при пересадке всегда стараюсь максимально сохранять корневую систему орхидеи. И вот такие вот корни тоже начинают все отстригать. И это, конечно, все плачевно. И в итоге получается так, что ай-ой, мне продали гнилую орхидею. Если есть, ну, вот такая, допустим, откровенная корневая гниль, то, конечно, еще здесь можно поспорить. Но когда вы удаляете огромное количество нормальных корешочков, это уже, ребят, ваши проблемы. И вот такая корневая система у меня осталась. Так, ну можно еще вот местами подубрать мох, где, конечно, он тут. Сильно я тоже не стараюсь с корней прям снимать этот мох. Пусть остается он так, как есть, потому что это ее микрофлора. Ничего под краном не смываем. Ну и, конечно же, очищаем. Вот теперь мы очищаем сам стволик вот от этих чешуек. Это листики, которые раньше были. Делаем для того, чтобы вдруг вода попадает в полив.
и остается в этих чешуйках, и не произошло никакое загнивание. Возле этого растущего корня я работаю крайне аккуратно, потому что если я его задену, на моей практике такое было, именно эти корешочки потом останавливаются в развитии. Ребят, как мы видим, вот по самому стволику орхидея уже достаточно взрослая. То есть вот здесь это все вот эти чешуйки, что я сейчас снимаю, это столько было ярусов листьев. Ну, предположим, что ей где-то 3-4 года. За 3-4 года, просидев полностью в мху, конечно, ствол ее почернеет, он обуглится, он не дышит. Вот даже не хочу сюда лезть и что-то здесь трогать. Также мы можем видеть, что от ствола вот эти корни, они вот чуть-чуть черенькие, а дальше они идут зеленые. Это нормально. Но давайте еще раз, в качестве того, чтобы вы мне в следующий раз ничего не высказывали, свои претензии, что гнили и все на свете. Вот смотрите. Прям ради вас, иначе бы я это просто делать не стала. Я такое с орхидеями не вытворяю. Ну, возьмем какое место. Вот здесь вот я вижу, что просто корешочек, вот это корень. Он так вот тоже почернел. Так, и мне было бы лучше, ну, вот в этом месте, да, вот здесь вот где-то вот поработать. Давайте. Даже вот аккуратно, просто аккуратненько я чуть-чуть срезаю, даже уже вот видно. Вот. Хорошая, здоровая ткань. Если бы это была гниль, то это гниль бы и была. Вы бы ничего не смогли сделать. То есть вы зачищаете, чистите это пятно, пятнышко убираете, и все, уходите туда вглубь и срезается ствол. А здесь, ребят, здоровая, нормальная ткань. Ну что тут резать? Спрашивайте, не стесняйтесь, не губите свои орхидеи и меня не злите. Нельзя, ну нельзя так поступать с орхидеечками. Все у нее хорошо, все у нее нормально. Посмотрите. Да, черенький ствол, да, не дышал за это время. Сейчас порастет в коре. Но с таким стволом, конечно, она и останется уже на будущее. Но в дальнейшем при посадке в кору она будет с нормальным стволом. Вот этот листик, он у нее тоже желтеет такой, кажется. Ай, ой, снимаю, срезаю. И ничего не нужно срезать. Орхидея отсюда берет питание. Все, она его в дальнейшем сама по себе отсушит. Так как, ребят, местами на корневой системе гнилостный процесс он был, соответственно, я сейчас перед посадкой сделаю орхидейки полив. Я замочу ее в растворе с привикуром. Я продаю их вот в таких шприцах. И разводится он 1,5 мл на 1 литр воды. В наличии есть, почтой по всей России могу отправить. Это очень отличный фунгицид, который содержит свойства наращивания корневой системы. Я вот его полюбила, с ним работаю. Литра мне будет много, она здесь орхидейка тонет. И буквально вот столько вместе со стволиком еще даже можно подлить. Я ее замачиваю. Можно было, конечно, в полив добавить привикур, но я буду использовать сухие грунты. И для того, чтобы тоже корневая система лучше всего прижилась на будущее, я орхидеечку вот так вот замочу. Прошло у меня 30 минут. И, ребят, в идеале нужно, чтобы корневая система ее подсохла. Ну, была такой серенькой. Для того, чтобы никаких гнилостных процессов внутри посадки не было. Но у меня нет времени ждать. И можно выйти из ситуации. А как? Усадить орхидею в сухие грунты. Кокосовое волокно я на дно укладываю в качестве хорошей аэрации, чтобы корневая ее система не заглохла и было все хорошо. Волокно также есть в наличии, приобретайте. У меня здесь орхиата крупной фракции 12-18 миллиметров и вот эта мелкая 9-12. Оставила себе роскошь, так скажем. И на дно я укладываю, выбираю кусочки крупной фракции.
прям максимально большие, даже можно вот такие. А это нужно тоже для того, чтобы чем больше прослоек вот этих воздушных, тем лучше орхидейка будет просыхать. И насколько мы знаем, уже в будущем внутри посадки сверху изначально просыхает верхний слой, а уже в конце нижний. И бывает так, что верх высыхает достаточно сильно, если неправильно подобраны грунты, а низ он всегда остается мокрым. И чтобы урегулировать в будущем нам полив, и чтобы не загноить корневую систему, я изначально беру именно на низ крупную орхиату и усаживаю ее вот в такой стандартный стаканчик от какой-то другой орхидейки. Также стараюсь, чтобы корневая система была у нас вот здесь на поверхности у стенок горшка. И далее тоже на самое дно я насыпаю орхиату крупной фракции. И, ребят, так как орхидея это азиатская, она привыкла изначально вообще расти во влагоемких компонентах, но мха у меня на данный момент нету, я буду использовать другой грунт. Я его полюбила и начала использовать изначально. Это, ребят, Ceramys. Я его всегда использую как реанимационный грунт для наращивания корневой системы у больных орхидей, либо у деток. В него можно усаживать полностью на 100% больные, ну вот, либо деточки. Здоровые орхидеи не рекомендуется, потому что будет заглохание и корневая не будет дышать. Далее я укладываю тоже слоями. Все посадки у меня происходят именно слоями. Орхиата фракции 12-18 мм, уже помельче. Орхиата в наличии у меня есть, но сейчас осталась крупная. Это именно 18-25 мм. Нужно вот так постучать, чтобы уплотнился сам грунт. И еще одним слоем я буду прокладывать именно Ceramys. Он у меня сухой. Кора у меня тоже вся сухая. И загнивание корневой системы произойти не должно. И немного, буквально вот 2 горсточки. А далее сверху я укладываю уже мелкую орхиату. Для чего она мне нужна именно сверху, не где-то там внизу. Чем мельче грунт, тем меньше выходит влага. Соответственно, мы будем предотвращать и регулировать саму влажность внутри посадки, чтобы и верхний слой, и нижний слой просыхали равномерно. Вот так, буквально немножечко. Бывает, попадаются даже камушки, но ничего страшного. Все, я мох заменила Ceramys'ом. Ceramys изначально содержит микро и макроэлементы, которые необходимы орхидеям для питания, для наращивания. Как я буду ухаживать за орхидеей в дальнейшем? Ну, давайте мы посмотрим, какая у нас посадочка. Легкая, быстрая. Вот корни зеленые. Полив у меня, ну, конечно, буду теперь ухаживать и определять полив. Что же делать и как поливать. Освещение будет то же самое. На окне будет стоять на прежнем, на своем месте. Полив я буду определять уже строго по Ceramys'у, по коре. Но на данный момент я вот вижу, что корни зеленые, как только они посереют, грунт же он у меня изначально уже сухой. Все, я буду орхидейку поливать. Еще два полива, так как у нас сейчас один полив с привикуром был, я сделаю. Итого у меня получится 3 полива именно с привикуром. Наращивание корневой системы плюс профилактика от гнилостных процессов. И на данный момент пока никаких антистрессовых препаратов я давать ей не буду, потому что у меня будет использоваться привикур раз в 14 дней. Если у меня полив будет совершаться чаще, чем раз в 14 дней, все равно полив раз в 14 дней. У нас сейчас вся основа и весь уход, конечно же, зависит от полива. И вот как вы видите, да, вот хорошие воздушные карманы, ребята, они обязательно должны присутствовать у вас в посадке.
кстати, я забыла, совсем я забыла, но доставать уже оттуда не буду. Тот там место столика, где я подрезала немножко пинцетом, мне нужно было прикрыть его, но я хотела именно бактофитом, таким порошком. Ну ладно, думаю, что в сухом грунте, ну буквально где-то за 2-3 дня то место у меня подзатянется, и именно в том месте, в свежей ране, никаких не начнет образовываться гнилостных процессов. Но вы можете либо орхидею вновь вытащить, либо не забыть это сделать перед посадкой. Вот что я забыла. И по итогу, что хочу сказать, как вы можете наблюдать вот такие плохие, черные, гнилые, нехорошие стволы вы можете наблюдать у взрослых орхидей, которые постоянно растут в мху. Ребят, это не болезнь, это... Ну, ничего страшного в этом нет. Что с ними, я вам уже объяснила, и бояться этого не нужно. Мы начинаем паниковать и проводить какие-то манипуляции только тогда, когда у нас лист желтеет от основания. И то, ребят, причин на это может быть несколько. Бывает, что прям прорывает и цветонос, и там множество корней растет от одного листа. И они его разрывают, этот лист, и он начинает желтеть. Но если вы видите, желтеет, и вот так немножко отодвигаете, и там что-то вас смущает, появилось пятно, желтое, мокрое, черное, различное. Вот тогда мы режем, вот тогда мы лечим. Но если даже появляются черные пятнышки на листьях, и вокруг него нет никакой желтой каемочки, это не болезнь, это просто черные пятна, которые садятся вот на стволах. Они в основном образуются от повышенной влажности. Поэтому лишний раз не нужно трястись над орхидеями. И от своей неопытности, незнаний вы можете запросто и легко орхидеи загубить. Большое спасибо всем за просмотр. Думаю, что это видео вам было полезным, интересно. И теперь вы не будете все срезать, счищать и орхидейки губить. Спрашивайте лишний раз, консультируйтесь, и тогда мы вместе с вами разберемся и выясним, нужно лечить или оставлять так, как есть. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого доброго. Всем пока.